Техас — это не только крупные города, ковбои и бесконечная степь. Это еще и болото, дюны, горы, море и кое-что совсем неожиданное. Но обо всем по порядку. Это я и моя ласточка. И если вы это смотрите, то я все же домонтировал свое первое в жизни видео. Я живу в Техасе уже 2,5 года и часто слышу, что здесь скучно, однообразная природа и нечего посмотреть. Вот я и решил поехать и проверить. Свой трип я начинаю в Остине, но это видео не планировалось как видео про крупные города, и, возможно, про Остин будет отдельное. Поэтому я отправляюсь к первой локации, и меня ждет 6 часов пути. А у вас магия монтажа. Кадо Лейк. Это самое большое естественное озеро в Техасе. Болото, кипарисовый лес. Все это выглядит очень не по-техасски. Я планировал взять лодочный тур, но в понедельник в 6:30 утра внезапно оказался единственным желающим. И чтобы мой заплыв все же состоялся, вместо обычного билета пришлось платить минимальную ставку капитану данного судна. Здесь водится множество разных животных, но самое интересное – аллигаторы. Техасские аллигаторы. Когда-то на этих берегах стоял портовый город, но уровень воды упал и судоходство почти прекратилось. Сегодня от города остались только редкие дома на берегу и несколько станций для туристов. А я иду дальше, и меня ждут очередные 800 километров пути. Проезжая рядом, я решил заехать в Даллас, но здесь я только ради одного места, пусть и косвенно, но связанного с Беларусью. Техасское книгохранилище. Когда-то это было место, где просто хранили школьные учебники, сегодня оно известно во всем мире. По официальной версии, именно отсюда, с 6-го этажа, Ли Харви Освальд стрелял в президента Джона Кеннеди. Сейчас в здании находится музей, но, к сожалению, снимать видео внутри запрещено. Там находятся фотографии, документы, одежда причастных лиц. Воспроизводится буквально посекундно хронология событий. Мало кто знает, что до этих событий Ли Харви Освальд несколько лет жил в Минске. Работал на заводе, завел семью, а потом вернулся в США. Всего в паре кварталов отсюда расположен мемориал Джону Кеннеди. Это открытая площадка, окруженная бетонными стенами, без крыши и каких-либо украшений. Она задумалась как место для тишины и памяти. Очень странное ощущение после посещения книгохранилища. С одной стороны, ты понимаешь, что ты находишься в месте, в котором изменилась история, а с другой стороны, осознаешь, что это не просто памятник, а место преступления. И от этого становится немножко жутковато. А я продолжаю путь, и впереди меня ждал первый сюрприз. Нужно было ехать 8 часов для того, чтобы за 20 минут до приезда началось вот это. Ну, что тут сказать? Техас. Каньон Пало-Дуро. На минуточку второй по величине каньон США после Гранд-Каньона. Вчерашний дождь внес небольшую корректировку в мои планы, поэтому вместо заката пришлось сюда приехать в полдень. А люди, гуляющие по Техасу в полдень, делятся на два типа. Либо они надевают лонгсливы, панамы, мажутся кремом, либо они просто смелые. Благо, в отличие от многих каньонов, здесь можно не только понаблюдать сверху, но и проехать на машине прямо по дну каньона. Я, конечно, не мог упустить такую возможность.
каньон растягивается на 190 км в длину и в некоторых местах достигает 30 км в ширину. И выглядит это очень масштабно. В какой-то момент я даже подумал, что это будет самое масштабное, что я увижу за весь роуд-трип. Но как же я ошибался? Полудуро – главная природная точка рядом с городом Амарило. Но есть здесь и совсем иной объект, ради которого сюда сворачивают туристы. Кадиллак Рэнч. И да, вам не показалось. Прямо посреди поля у трассы в землю воткнуты 10 кадиллаков. Зачем? Почему? Потому что Техас. На самом деле, инсталляцию придумала группа художников, чтобы показать эволюцию американского автодизайна. Изначально кадиллаки были окрашены в свои заводские цвета, но с течением времени посетители начали добавлять свои штрихи. Сегодня нанесение собственного граффити стало своего рода ритуалом. Туристы со всего мира приезжают сюда с баллончиками краски, чтобы оставить на машинах свой след. Сейчас слой краски стал в разы толще самого металла. Со временем это место стало не только местом для фото, а напоминанием того, что даже кадиллаки, символы роскоши и статуса, могут превратиться в холст для вашего самовыражения. Но свой след я оставил, поэтому Самое время сменить степи на дюны. одно из самых неожиданных мест в западном Техасе. После сотен километров равнины вдруг появляются настоящие песчаные холмы. Когда-то эти дюны двигались со скоростью до 15 метров в год. Ветер переносил песок, меняя ландшафт буквально каждый месяц. На самом деле большинство дюн уже покрыты растениями, поэтому это не выглядит так эпично, как это выглядело раньше. И если честно, второй раз сюда я бы ехать точно не стал. Поэтому вытряхиваю кроссовки и еду дальше. И говоря о переездах по Техасу, нельзя не упомянуть заправки родом из этих мест. Buc-ee's – самые крупные заправки в мире. До 120 колонок, магазины размером с торговые центры, фирменная кухня, мерч, сувениры и еще много всего. Но на самом деле в Техасе есть еще кое-что более грандиозное. Самый маленький в мире Buc-ee's. Это, конечно, никакая не заправка, а арт-инсталляция, к которой сам Buc-ee's не имел отношения. Спустя всего пару дней после появления с нее убрали логотип и надписи, оставив лишь стены. Но через год мини-Buc-ee's все же вернули и рядом поставили табличку, высмеивающую всю ситуацию. Примерно в 40 минутах езды посреди пустыни стоит еще один арт-объект, куда заезжают гораздо чаще. Prada Marfa. Эта инсталляция, созданная двумя художниками 20 лет назад. Она выглядит как настоящий бутик Prada, с витриной, вывеской и даже оригинальными вещами внутри. Сам бренд дал разрешение использовать свое имя и вещи. Изначально здесь выставляли настоящую обувь и сумки Prada, но спустя несколько дней после открытия инсталляцию ограбили. Теперь на витрине стоит только по одной туфле из пары, а сумки сделаны без дна. Художники задумывали этот объект как критику потребительской культуры. Бутик посреди пустыни показывает, насколько мода может быть оторвана от людей и реальной жизни. И как видно, на фоне уже появляются горы, а значит, я почти на месте. Гваделупе Маунтинс – один из самых недооцененных национальных парков США. Именно здесь находится Гваделупе Пик, самая высокая гора в Техасе. Туда я и решил забраться. В целом хочется сказать, что все как-то невероятно красиво, невероятно масштабно. Хочется снимать все подряд, и слева, и справа, и панораму. Но нелегко, учитывая
малыша у меня за спиной с оборудованием, штативами. Я даже ноутбук взял с собой, побоялся его оставить в машине. Четыре часа не самого легкого подъема, и я наконец добрался. Фух. Примечательно, что когда-то давно это был риф в Древнем море. Именно поэтому в горах до сих пор находят окаменелые ракушки. Время уже немного поджимало, поэтому отдохнул, сделал селфи и назад. Если еще вверх я добрался более-менее нормально, то уже вниз, учитывая жару и отсутствие воды, которую я успешно разлил на вершине, я добирался полностью на автопилоте. И если вкратце, то это выглядело так. Солнце в зените, ноги пекут. Блин. Даже не знаю, камера записывает или нет, нет уже сил смотреть, поэтому, возможно, иду и сам с собой разговариваю. Ё-моё, колени болят, тормозить хочется с разбегу и прям на парковку. Ё-моё. Фух. Ой, ё-моё. Ура, фу, ласточка ждет. Ё-моё. На следующий день я отправился во второй национальный парк. Но по пути у меня была запланирована еще одна остановка. Обсерватория Макдональда. Главное астрономическое место в Техасе и одно из самых крупнейших в США. Была построена благодаря щедрости банкира Уильяма Макдональда. Он верил, что звезды – это будущее человечества, и завещал почти все свое состояние Техасскому университету с одной целью – изучать космос. Здесь находится несколько мощных телескопов, включая Хобби Эберли, один из самых крупнейших в мире. Иногда посетителям проводят звездные вечеринки. Это когда после заката включают мощные лазеры, указывают на созвездия и дают посмотреть телескопы. Но, к сожалению, в этот день ничего не планировалось, поэтому, понаблюдав за Солнцем в прямом эфире и в очередной раз полюбовавшись видами, отправляюсь дальше. Биг Бенд. Второй из двух национальных парков в Техасе и один из самых удаленных в США. Он находится буквально на границе с Мексикой, и до ближайшего крупного города отсюда несколько часов езды. Когда говорят о Техасе, скорее всего, именно такой Техас себе представляют. Земля в трещинах, кусты, растущие буквально из камней, и какое-то неимоверное разнообразие кактусов. В центре парка находятся горы Чисос, и их сочетание с пустыней в низине делает парк уникальным местом, где можно пройти от знойной пустыни до прохладных лесов в горах всего за один день. Но так как на гору я уже поднимался, у меня был план встретить закат, а по мнению многих, он здесь самый красивый в Техасе. Я, если честно, в небольшом замешательстве. Куда ни глянь, везде красота. Смотрите, тут красиво. Тут красиво. Тут тоже красиво. В общем, отъехал я минутки 2 отсюда и решил, что дальше никуда не поеду. Во-первых, не факт, что я успею до следующего вьюпоинта, а во-вторых, мне здесь все нравится. Буду ждать закат. Еще Биг Бенд – один из немногих парков в мире, который получил статус Международного парка темного неба. Астрономы утверждают, что это одно из лучших мест для наблюдения за звездами во всей Северной Америке. К сожалению, в этот день было пасмурно и надвигалась гроза, и моя вторая попытка понаблюдать за звездами тоже не удалась.
Но впереди меня ждала ночевка и самый длинный переезд за весь трип. 11 часов дороги к месту, которое даже в пасмурную погоду делает тебя ближе к звездам. Starbase находится на самом юге Техаса, в Бока-Чика. Когда-то это была маленькая, никому неизвестная рыбацкая деревня. Но все изменилось, когда сюда пришла SpaceX Илона Маска. SpaceX уникальна в двух вещах. Во-первых, это первая частная компания, которая вышла на уровень национальных агентств и доставляет грузы астронавтов на орбиту. Во-вторых, именно она первой в мире сделала многоразовые запуски реальностью, возвращая ступени ракет. Сегодня Starbase строит и тестирует Starship, самую большую и мощную ракету в истории, которая должна быть полностью многоразовой. Starbase находится прямо у побережья, всего в паре часов отсюда самый длинный барьерный остров в мире – Padre Island. Почти 200 километров песчаной полосы вдоль Мексиканского залива. По берегу можно ехать прямо на машине. Иногда проехать можно десятки километров, и кроме океана и пустынного пляжа вокруг ничего не будет. Все, 5000 километров позади. Если это видео выйдет, это будет моим первым видео. И если оно понравится кому-то еще, помимо моей мамы, вы знаете, что делать.